83-летний Николай Иванович с самого утра сидит возле КПВВ в станице Луганской в надежде на то, что сегодня попадет домой. 13-го мы приехали с женой. Вот. Нам поступило это сообщение, что ваши карточки готовы. У нас кончились новые карточки. Ну, мы и поехали. Когда вчера был праздник, нерабочий день в банке. Сегодня мы получили, но дело в том, что закрыли. И теперь не знаем, как попасть опять в Луганск. Несколько дней назад было объявлено, что с 15 по 31 октября решением командующего операции Объединенных сил временно приостановлен пропуск людей через КПВВ в станице Луганской. Это единственный регулярно действующий транспортный коридор в этом регионе. Сейчас там остановились на даче у племянницы своей, а как будет дальше, не знаю. Это же, притом мы не подготовлены к этому были. Потому что сегодня ж погода, видите, какая вчера была, и тьмой 3 дня. А полмесяца рассчитывать жить, пока закроется, мы не подготовлены. Власти заявили, что решение о приостановке пропуска людей через линию соприкосновения приняли из-за вспышки коронавируса на неподконтрольной территории. Окупаційна влада Російської Федерації не справляється із боротьбою з COVID-19 на непідконтрольній частині Луганщини. Також у нас є інформація про те, що в них не вистачає медичного персоналу та засобів боротьби із недугою. Прекратили пропускать людей со своей стороны и представители группировки ЛНР. На даний момент з 7 години ранку до КПВ станиці Луганська з боку непідконтрольної території не прибуло жодної особи. Неблагоприятная ситуация с коронавирусом и на подконтрольной Украине территории Луганщины. При обновлении карантинных зон 3 крупнейших города и все районы области вошли в красную зону. Пересечь линию соприкосновения теперь можно только при наличии важных причин, таких как смерть близких или срочная операция, подтвержденных документами. Все решения принимаются штабом операции Объединенных сил в индивидуальном порядке. Зазначити, що головною умовою для перетину лінії розмежування є наявність підтверджуючих документів соціально-гуманітарного характеру, які би дали командувачу Об'єднаних сил підстави для прийняття рішення щодо пропуску такої особи через лінію розмежування в обидва боки. В день закрытия под КПВВ собралось 50 людей. У каждого свои причины, почему пришлось пересекать линию соприкосновения. Еду в Луганск, Перевальск. Приехали вчера, думали вернуться сразу же. Нам надо было срочно сюда приехать по своим личным делам. Рано прошли, думаем, мы вернемся, обернемся. Нам сказали, пока не сдадите тест, мы вас назад не выпустим. Сдали тест, пришлось ночевать здесь. Переночевали, вот теперь стоим. Хотя 15 в марте месяце, когда закрывалась граница, мы с мужем 15-го сюда пересекли, а 16-го закрыли переход. Но всех выпускали по прописке. Оттуда сюда, отсюда туда. Светлана считает, что ситуация с распространением COVID-19 по обе стороны линии соприкосновения тревожная. Но боимся, конечно, мы все. Поэтому перестраховываемся. У меня целый пакет этих самых, да перчатки, все такое. Нам необходимо просто было приехать сюда. А там много болеет людей дома у вас? Знакомые есть? Ну, у меня вот лично из моих только 1 человек заболел и 1 умер. 2 недели назад, когда в станице Луганской были массовые пожары и горела территория возле КПВВ, пункт пропуска также закрыли на несколько дней. Тогда местная власть организовала в Доме культуры ночлег для жителей временно неподконтрольных территорий. В этот раз временного жилья не будет. І на сьогоднішній день інфікування ковідом вже понад 40 осіб на території саме станиці Луганської. Тобто ми ж не будемо наших мешканців, а також мешканців тимчасово окупованої території на сьогоднішній день, скажімо так, вводити в небезпечні умови. По ее словам, более 30% жилищного фонда пострадали в результате боевых действий, поэтому найти помещение, чтобы расселить людей, которые не успели пройти на ту сторону, проблематично. Та ще в нас же, ви знаєте, пройшли пожежі,
ще постраждали житловий фонд в результаті пожеж. Нам би своїх мешканців десь розміщувати, пробачте, але ж це правда, така життя. За весь день КПВВ в станице Луганской никто не пересек. Полсотни людей разошлись, когда уже стемнело. Кто-то к родственникам, кто-то на съемное жилье.